Россия считала, что удерживает преимущество. Владимир Путин был уверен, что переигрывает западных союзников Украины и сможет навязать мир на своих условиях. Условиях, которые ослабят Киев. Но расчет оказался неверным. Вместо раскола партнеры Украины объединились. Сегодня 26 стран переиграли Москву настолько убедительно, что Путин оказался в ситуации, из которой невозможно выйти победителем. 4 сентября. Издание The Kyiv Independent сообщило: президент Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами встретился в Париже для обсуждения долгосрочных гарантий безопасности. Президент США Дональд Трамп лично не приехал, но провел телефонный разговор с Зеленским. Итог встречи оказался недвусмысленным. Коалиция желающих готова предоставить Украине комплексные гарантии защиты. Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран выразили готовность направить войска или оказать другую поддержку после окончания войны. Зеленский подтвердил Германию, Италию и Польшу как гарантов, но не раскрыл полный список. Практически наверняка туда входят Франция и Великобритания. Лондон уже заявил о готовности защищать украинское небо, море и территорию. С большой долей вероятности в коалиции присутствуют и страны Балтии. По словам Зеленского, план предусматривает усиление украинской армии, рост собственного производства, расширение европейских мощностей и поставку американских систем ПВО. Реальное присутствие союзников и защита с их стороны станут решающим фактором. Обсуждается и участие США, хотя конкретика пока остается неясной. Макрон подчеркнул, никаких ограничений по численности и возможностям вооруженных сил Украины не будет. Страны смогут присылать войска или финансировать производство оружия и укрепления обороны. Это полностью перечеркивает цель России по демилитаризации Украины. Ранее Путин требовал сократить украинскую армию на 95%. С поддержкой коалиции этот сценарий невозможен. По данным Reuters, в саммите участвовали 35 мировых лидеров, хотя не все дали безусловные обещания. Германия увязала отправку войск с позиции США. Италия же предпочла ограничиться обучением и мониторингом. Несмотря на нюансы, такие шаги означают серьезный перелом. Даже если войска прибудут только после окончания войны, сигнал очевиден. Украина получит самые сильные гарантии безопасности за все время своей независимости. Тем временем успехи России остаются крайне ограниченными. По подсчетам Forbes, в апреле 2025 года Москва захватила лишь 176 квадратных километров, потеряв при этом 4800 единиц техники и более 36 тысяч военнослужащих. В таких темпах завоевание Украины заняло бы столетие и потребовало бы миллионов жертв. Вывод ясен. Путин не способен добиться военной победы при своей жизни. США, хотя и исключают прямую отправку войск, играют ключевую роль. Макрон подтвердил, что роль Вашингтона все еще формируется. Зеленский отметил уже поставленные американские системы ПВО и боеприпасы, доставленные при поддержке Европы. На встрече присутствовал и спецпосланник Трампа Стив Уитков, что демонстрирует вовлеченность США. Их участие может выражаться в санкциях, разведданных и военном присутствии в Европе. Уитков также напомнил, когда-то Путин предлагал Трампу в Аляске создать аналог статьи 5 НАТО. Хотя такой вариант маловероятен. Сама поддержка США придает коалиции серьезный вес. Тем не менее, европейские лидеры продолжают добиваться ясности относительно роли Вашингтона. Акцент России на воздушные удары подчеркивает необходимость укрепления украинской обороны. В августе 2025 года 2 массированных удара вывели из строя энергоснабжение у 60 тысяч украинцев, а в небо было поднято более 500 дронов и 2 десятка ракет. Большинство целей удалось сбить, но масштаб атак оказался тревожным. Коалиционная система ПВО способна изменить баланс сил. Макрон также предупредил, если Москва не двинется к миру, Запад усилит санкции. Отдельной темой саммита стало членство Украины в ЕС.
Зеленский назвал его ключевым приоритетом. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина может вступить в Союз к 2030 году или даже раньше. Это откроет путь глубокой политической и экономической интеграции. Неожиданно Путин заявил, что не возражает против членства Украины в ЕС, хотя категорически исключает ее вступление в НАТО. Это ясно показывает, чего он опасается в действительности. Не сумев достичь победы военным путем, Путин рассчитывает на мирное соглашение, исключающее НАТО из системы безопасности Украины. Такой сценарий не позволил бы большинству сильнейших стран ЕС отправлять войска. Однако в НАТО это отвергают. Генсек Альянса Марк Рютте подчеркнул, Украина как суверенное государство имеет право самостоятельно выбирать, какие гарантии ей принимать. В итоге Путин оказался в ловушке. Его армия слишком медлительна, дипломатия слишком слаба, а противники слишком едины. Будь то продолжение войны или возможные переговоры, Украина уже держит более сильные карты. Европа способна усилить давление еще больше. Но очевидно одно – Путин оказался полностью переигран.